Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, я, наверное, последую настоятельному указу нашего президента оставаться дома, и со следующей недели я ухожу на карантин. В данном случае предлагаю вам карантин провести весело и с пользой. Теперь у меня появилось время для прямых эфиров, чем я и собираюсь заниматься. Собираюсь в прямом эфире сделать марафончик для того, чтобы отработать дизайны вместе с вами. Отработки можно будет скидывать в телеграм-канале. Но все это я буду делать только если буду понимать, что вам это необходимо. Поэтому, как только под этим роликом собирается 1000 лайков, 1500 комментариев, так сразу же мы с вами марафоны запустим. Ну а для того, чтобы лайки и комментарии собирались у нас быстрее, можете делиться этим роликом в своих соцсетях, ну опять же просить своих знакомых посмотреть и полайкать. В общем, давайте, а то скисли все уже на канале, никакой активности нет. Давайте активненько, быстренько все это налайкаем, быстренько соберем комментарии, быстренько пойдем учиться чему-нибудь новенькому. Мы же тем временем выполняем коррекцию. В данном случае снимаем старое покрытие до тоненького слоя, потому что сегодня мы будем делать аквариум на такие коротенькие ноготочки. И для того, чтобы у нас получилось заложить аквариумный дизайн, запихнуть что-нибудь объемное в толщину ногтя, нам необходимо хорошенечко снять предыдущий материал. Поэтому снимаем до тонкой подложки, аккуратненько отодвигаем кутикулу, убираем триги, наносим праймер, базовый гель и потом начинаем баловаться с элементами дизайна. В данном случае мы будем играть именно на эффекте выпиливания. То есть мы, смотрите, кладем белый акрилатик, именно белым акрилатиком, кстати, сразу же довешиваем где-то не хватающие боковые стороны. Проминаем его каким-то волшебным образом. Чем интереснее он у нас промнется, тем интереснее получится наш дизайн. Далее витражным фиолетовым гель-лаком где-то прокладываем плотные фиолетовые участки, а где-то разводим его с финишным покрытием и прокладываем вот такие вот полупрозрачные лиловые участки. Логика получается следующая. Где-то белый у нас пропилится, где-то останется. Будет видны все вот эти вот складочки, если посмотреть на ноготочек сбоку. Ну а вот эти несколько оттенков фиолетового дополнительно добавят нам глубину нашему дизайну. Далее, после того, как мы все это просушили, покрываем тоненько моделирующим гелем, потому что нам нужно присобачить всякие разные блестящие штучки. А эти блестящие штучки должны за что-то цепляться, поэтому тоненько промазываем моделяшкой. И на нее уже раскладываем блестки и кусочек ракушечек. Ракушечки, когда кладем, думаем, что это у нас самый объемный материал, который, так себе пилится. То есть пилить ракушку еще то удовольствие, потому что она с таким скрипом по пилке ездит, просто кошмар. Так вот, укладываем ракушки в углубления, получившиеся на наших ногтях. Именно для того, чтобы потом после опила они у нас максимально сохранились и под пилку не попали. Ну а дальше нам осталось все это безобразие перекрыть. Ноготки без дизайна моделируем просто прозрачным самовыравнивающимся гелем, а вот аквариум закрываем так, чтобы перекрыть все выступающие части. Почему? Потому что мы не знаем, каким образом эти выступающие части потом в дизайне у нас пропилятся. Поэтому наваливаем горку на наш аквариум, и потом из этой горки будем выпиливать что-нибудь интересное.
Ну и, собственно говоря, опил по стандартной схеме. Снимаем сначала явно лишний материал и потом аккуратненько допиливаемся пилкой. На ноготках, которые с аквариумом, у нас материал потек немножечко на бока, поэтому боковые стороны помогаем себе допилить тоненькой фрезой, чтобы не ранить пилкой по кутикуле. Остальные пальчики покрываем светло-сиреневым оттенком, который очень хорошо сочетается с нашим фиолетовым в аквариуме. Ну а теперь самое волшебное, самое красивое, самое интересное при выполнении аквариума – это, конечно же, покрытие аквариумного дизайна финишем. Только после перекрытия становится понятна вся глубина и вся красота происходящего. Мы долго думали, мы пытались добавить какую-то прорисовку, но аквариум сам по себе получился настолько интересным, что никакой прорисовки ему в принципе не понадобилось, поэтому оставили вот в таком виде.
Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы остались довольны. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!